Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, заглянул на канал Таро Инспирационный случайно. Таро расклад. Что будет дальше? Выход из лабиринта. Что разрешится в ближайшее время или что вам по судьбе? Мы еще пока не знаем, что нам расскажут карты, какую ситуацию, может быть, в личной жизни. Может быть, это касается вашего творчества, бизнеса или того, что где-то увязано с обстоятельствами, которые происходят на данный период времени вокруг вас. Мы вначале сделаем сигнификацию, чтобы вы могли наиболее точно определить, насколько данный расклад подходит вам. У нас сегодня 3 колоды. Колесо года, цикличность, берем за основу. Далее у нас Таро снов и великолепный художник с его образами Чиро Маркетти. И 3-я колода, мы спросим совет. Спроси совет у ангелов, так она и называется. Что нам подскажут ангелы? Итак, кто же вы, кто смотрит этот расклад в надежде получить какие-то подсказки, услышать собственную интуицию, продумать какую-то свою ситуацию. Жизнь не бывает полностью предсказуема. И, конечно, наш расклад – это не есть какое-то руководство действию, это один из тысячи возможных альтернативных вариантов развития событий. Итак, кто же вы, мои дорогие? Какого человека нам сегодня обрисуют карты? Ох, я сказала выход из лабиринта. Я называю всегда туз мечей выход из лабиринта. Кто смотрит мои расклады, как раз эту фразу, она вам знакома. И правда, есть, значит, сейчас какая-то в вашей жизни, может быть и сумятица, может быть и что-то происходит вокруг вас. Но, скорее всего, на данный период времени вы готовы действовать, самое главное. Потому что понимаете, что так дальше или до бесконечности продолжаться не может. Должен быть либо какой-то финиш, финал, или ваше определение по какому-то вопросу, или вы ждете, когда определенный, правда, вопрос у вас завершится. И все же это у нас мечи, поэтому для кого-то это может проигрываться как вопросы, которые с разбирательством в суде. Возможно, медиаторством, когда требуется соглашение. Некое среднее арифметическое нужно достичь, чтобы и овцы были целы, и волки-то тоже были сыты. И вы ищете этот выход из лабиринта. И я вам должна сказать, вы практически уже, сделали что-то. Или осуществили самую основную часть работы, каких-то согласований, или вы движетесь в правильном направлении. Вот нам об этом самое главное говорит карта. На этом может быть сопряжено, поскольку туз мечей – это еще и наше решение. Или иногда как сигнификация какой-то новости, информации, которую мы не можем оставить без внимания. Мы что-то с этим должны тоже делать или как-то проанализировать. Тут что-то судьбоносное буквально с первой карты. Что же нам расскажут еще? Нам тут показывают очень сильного человека, которого даже если жизнь иногда и ставит на колени, он всегда поднимается. Или даже если он забрел, вот блуждая где-то по этому лабиринту, может быть, это были прежние сложные годы. Но все равно вы выход находите. Вы знаете, это человек, помимо того, что он настойчивый, терпеливый, и он, как и физически вас, все же, несмотря на то, что есть, я допускаю какие-то хронические болячки или недомогания, у кого их нет. Но в целом вас все же судьба создала достаточно выносливо сильным человеком. И, может быть, у кого-то даже проиграется так, я в детстве сильно болел или болела, но как-то я преодолел, может быть, это ваши какие-то усилия определенные по поддержанию здорового образа жизни. Кстати, кто-то тут вот именно так и проиграется. Кто-то йогой занимается, вполне вероятно, духовными практиками или, в принципе, ищет, как в поисках истины. Интересуется непознанным буквально, или вот этими альтернативными вариантами исследований. И как раз наше сложное время, оно и знаменательно тем, а с учетом еще тем более, что Плутон совсем скоро перейдет в знак зодиака Водолея, это новая эпоха на долгие десятилетия, и это всегда альтернатива, инновация или какие-то революционные решения. И самое главное, больше индивидуальности, больше творческого полета, больше самовыражения. Карта силы. Когда вы сумеете, даже не сомневайтесь, со всеми договориться. У вас уже это получилось.
Или вы уже теперь понимаете? Может быть, я чувствую интуитивно, что я нахожусь словно на выходе из этого лабиринта. И от меня потребуется как и настойчивость, так и буквально какие-то действия, быть готовым к неожиданностям и к самому разному повороту событий внешних. Некоторая неопределенность есть, но неопределенность – это только внешний фактор. Но вы полны решимости. И правда, тут очень сильный человек. Сильный внутренний, безусловно. Об этом нам тоже говорят карты. Сигнификация. Хотя вашу жизнь не назовешь как легко и просто. Еще один старший аркан. Вот кто смотрит мои расклады, особенно этот, вы явно не случайно на него попали. В вашей жизни сейчас на самом деле происходят перемены. Карта Иерофант – это то, что нам по судьбе. Мы спросили, что вам по судьбе. И вот те события, которые вами уже были пережиты, вы как будто без этого не могли прожить. Пусть это в каком-то бы в другом варианте выложилось, но именно в вашу эпоху, в вашу жизнь вам довелось пережить какие-то потрясения или какие-то сложности. Но вы сумели сохранить себя, вот я самое главное хочу сказать. И вам как будто высшие силы помогают. У кого-то на кону какие-либо важные оформления, подписание каких-то соглашений, важных бумаг. И, знаете, будьте готовы все же к каким-то неожиданностям, потому что старшие арканы – это всегда как события извне. Поэтому мы спросили, каковы или что вам по судьбе, а вам сразу как будто знаки судьбы с первых карт. Скорее всего, тот, кто смотрит меня сейчас, и где-то у вас вот совпадает, когда ваш путь жизненный, он не был простой. Вы, может быть, вам пришлось обустраивать практически с нуля, с ранней юности, свою жизнь и надеяться на себя. С одной стороны, это развило в вас силу и выносливость, с другой стороны, великолепное качество. Я всегда надеюсь на самого себя или на саму себя. Конечно, если мы немножко отойдем от старших арканов или от того, что той концепции, которую я только что рассказала, переложим на нашу конкретную жизнь, это может у кого-то проиграться еще история в личной жизни, когда вы хотите уже тоже какого-то баланса или итога, или выхода из лабиринта. Это, к примеру, карта сила, когда мужчина может уже быть готовым взять ответственность на себя, за семью, за любимую женщину. Или, мои дорогие девочки, это вы кому-то очень привлекательны, страстны просто. Иногда страстью вы проигрывается. Пусть в этой колоде нам изображен мужчина, но чаще как раз карта силы – это женская сила. Поэтому какая-то личная жизнь, когда кто-то хочет быть рядом с вами. А вы, я должна сказать, вы очень... Может быть, какое-то время вы к этому человеку питали нежные чувства или тоже были вот такие страстные ощущения. Но вот сейчас это закончилось, потому что сейчас больше здравомыслия, где-то холода, четкости ваших суждений и правильной оценки ситуации вокруг вас. И тем не менее, может быть, у кого-то проигрывается, когда вы собирались под венец. Для мужчин это мужчины сейчас могут, допустим, как вариант рассматривать, а не оформить ли нам отношения буквально документально. У кого-то в суде как раз могут быть связаны иерофант, когда какая-то история не сложилась, и вы теперь, ваш союз фактически распался, де юре он только на бумаге, и вы рассматриваете как раз варианты, чтобы быстрее вот эти юридические моменты нивелировать. Но это, пожалуй, для небольшого количества людей. Меня в основном смотрят девочки, это правда, но есть на кону какие-то согласования для вас. И для вас, мои дорогие девочки, может быть, это кто-то вам сделал предложение. И откуда-то ведь появился вот этот туз мечей, правда? Значит, я могу предположить, есть вопрос недоверия. Может быть, и для мужчин тоже есть какое-то недоверие. Кто-то меня будет смотреть по вопросам бизнеса, работы, и значит, вам могут предложить работу в высоких каких-то структурах. Или, если вы преподаватель, есть возможность построить, кстати, карьеру. Но тогда в каких-то инновациях будет заключен ваш выход из какой-то, может быть, тоже паутины мыслей или из долгого бездействия, кстати, вот такое может проиграться. Вас могут заметить именно потому, и вы можете сделать карьеру, основываясь на ваших
инновационных взглядах в первую очередь. И когда вы их сможете, увязать с какими-то традициями. Здесь не должно быть противоречия. Все же карта Иерофант, мы уважаем традиции, закон, правила регулировки, но тем не менее, это всегда подписание каких-то документов. Поэтому либо у вас на кону подписание какой-то бумаги важной, или документа, или важного решения. Что еще нам о вас расскажут? Принцесса мечей. Прообраз Медузы Горгоны. Правда, тут был сложный путь, когда стоптана напрочь не одна пара башмаков. Почему так говорю? У меня прообраз, для меня, по крайней мере, я немножко ориентируюсь на символику других карт. И всегда говорю, и, кстати, на статье моего сайта, и кому интересно, можете прочитать, зайти. Есть ссылки на мой сайт в описании под видео. Так вот, Медуза Горгона. Прекрасная дева, которая рождена была красавицей, длинноволосая, с прекрасными волосами, белоснежной кожей, которой позавидовала сама богиня-воительница Афина Паллада. И вот это зависть, черное чувство. Как сказал Борис Пастернак, зависть – родная сестра и неразлучная спутница сатаны. И вот зависть побуждает все самое негативное, может быть, как и какую-то злость, досаду, обиду на то, что ты не самый лучший или ты не так хорош. И вот попадает как раз под это влияние тот, кто наиболее беззащитен, кто наивен. И вот как раз Медуза Горгона, она надеялась на благородство Афины Паллады, на благородство где-то бога Посейдона, который за ней погнался и пытался ею владеть, а она, укрывшись в храме богини-воительницы, надеялась, что сильное дева, она заступится за нее. В результате все произошло совсем наоборот, и было предательство. Афина превращает ее в страшное чудовище, окончательно разозлившись за то, что Посейдон ворвался в храм и в храме ею овладел. И вот эта бедная девушка превращается в Медузу Горгону, в тот образ, который мы сегодня знаем. И принцесса мечей в большинстве колод – это та, которая держит меч. И, собственно, где-то здесь меч наготове. Обратите внимание, наша принцесса смотрит как будто вдаль, в подзорную трубу. Умение видеть вблизи и вдали. Никому не доверять, потому что какие-то идеалы рухнули, мои дорогие, у вас, это правда. Какие-то обещания были нарушены. Или вы оказались, когда вы чувствуете себя обесточенным или обесточенной, именно потому, что человек с вами поступил как-то очень некрасиво. Или какая-то история развивалась более чем прекрасно, и наступил тот момент X, когда правда, а вы ее не замечали, вот как та медуза, она все равно всплыла наружу. И вам пришлось что-то с этим делать. В этом периоде, первое, это мы себя еще и восстанавливаем, поэтому для кого-то из вас психологическая какая-то травма, она определенно была. Значит, если мы сказали это вам как будто было по судьбе, и неважно, у кого-то личная жизнь, у кого-то предательство через работу, через какие-то нарушенные договоры, обещания, вот соглашения, которые не случились, но тем не менее это произошло. Давайте узнаем еще одну карту сигнификации, что о вас нам расскажут. И вот теперь буквально так может проиграться рыцарь чаш, хорошее настроение, какие-то возможности, в целом позитив. И я могу сказать, что вы теперь оправляетесь уже от этого потрясения или от каких-то прежних сложностей. Вы оставляете это позади. Но для кого-то проиграется, что тот человек, который предал, он может вернуться. С предыдущего места работы вдруг о вас вспомнили. Или какие-то друзья о вас снова вспомнили. И вы теперь открыты новому. Я не могу сказать, что вы отказываетесь от каких-то контактов. Но вот этот туз мечей, он как сидит внутри вас очень надежно, прочно. И вы на сегодняшний период времени никому не доверяете. Словно нужно видеть, вот как эта принцесса мечей в 3D формате. Подняться над какой-то суетой, видеть, что меня ожидает впереди, или просчитать на несколько шагов вперед. Вы такую позицию сейчас занимаете.
Тот пережитый опыт, который вы не забудете, он тоже, вы уже к этому времени понимаете, он не должен меня разрушать внутренне. Поэтому оставляем как ситуацию, чтобы не повторить просто какую-то ошибку. Ну и понятно, в моменте здесь и сейчас, пусть даже вокруг холодно, и вам где-то одиноко, мои дорогие. Вот одиноко — это точно то, что вы сейчас чувствуете. И даже, может быть, вокруг вас и семья, и люди, которые вас любят. Но вы понимаете, что до конца вас не понимают. Я немножко сам по себе или сама по себе. Я люблю фразу и как-то в сообществе написала. Для того, чтобы в нашу жизнь вошло что-то волшебное, нужно какое-то время быть кошкой, которая гуляет сама по себе. Это правда. Необходимо увидеть какие-то альтернативные варианты, как и для себя, так и отстроить словно свою жизнь заново. Но вы уже где-то набрались оптимизма. Пусть осторожно, но вы идете. А здесь кто-то к вам может и откликаться, но вы уже теперь не верите, мои дорогие. Ну вот как-то так. Давайте мы спросим, развернем, раз уж нам тут так вот о судьбе, о высших силах. Вот мы и спросим, как высшие силы видят вас и вашу ситуацию. Что хотят сказать вам высшие силы, мои дорогие? Окончание. Выход из лабиринта. Десятка мечей. Погост. Все то, что было, оно закончилось. Закрой в прошлое дверь. И где-то вы теперь постепенно закрываете. Вы где-то можете предполагать, что обстоятельства могут вновь поменяться, и, возможно, вам придется куда-то отправиться или быть готовым ко всему новому. Старое от вас само пытается оттолкнуться. И эта карта подтверждает все то, что я только что сказала. Можно это рассчитывать, как вот что вам хотят сказать высшие силы. По первому ряду карт все то, что я сказала. И тем не менее, что еще вам хотят сказать высшие силы? Вот посмотрите, есть то, что должно быть завершено. Но двойка жезлов. Есть еще то, в чем не сыгран последний аккорд. Или то, что может быть сохранено, мои дорогие. И пока вам с этим сложно определиться, потому что это, по сути дела, карта выбора. Давайте мы смотрим дальше. Что еще вам хотят сказать высшие силы? Опять дуальная карта. Явно есть, правда, или какое-то предложение, возврат человека, или какие-то возможности, и которые вам могут напоминать некоторые дежавю. Я здесь был, или я в подобной ситуации уже где-то находилась. И вы вот с учетом туза мечей очень насторожены. Вы понимаете, с одной стороны, что да, что-то греет душу из прошлого. И вот взять вот так вот перечеркнуть достаточно сложно. Но из двойка мечей вы понимаете, что положиться не на кого, это правда. Тут какая-то может быть конфронтация, и в любой момент нужно ожидать подвоха. Где-то это тренирует выдержку и волю, что вам еще хотят сказать высшие силы. А высшие силы вам хотят сказать, что «а ты не бойся». Да, у тебя какой-то путь воина уже предстоит, нам об этом и сказали. Но это будет лучше, нежели ты что-то ставишь на паузу. И вот это бесконечный дождь, так трактуется эта карта, четвертка кубков. Когда ничего не происходит, мы смотрим в окно, мы наблюдаем. Может быть, и вы сейчас какое-то время наблюдаете, как проявится человек, или какие условия вам предложат, допустим, на работе или в каких-то соглашениях. Если дела в суде, каково будет медиаторство, каков будет мой процент плюса, а каков будет процент минуса. Но вот эта выжидательная позиция, она не должна затянуться слишком долго. Об этом вам тоже хотят сказать высшие силы. Придется действовать. Причем придется действовать так, что учесть карта больного ребенка. Это то, чего мы не видим конкретно. Мы можем погрузиться где-то, если продлим период какой-то выжидательный, то тогда мы неизбежно соскользнем вглубь собственных эмоций и будем видеть то, что у нас внутри. Мы застрянем в этой глубокой философии, а реальность, она продолжит развиваться. Есть, значит, в этом какая-то опасность. И, наверное, вам поэтому и говорят, что да, путь воина, он все-таки более предпочтительный. Но это я так иносказательно, понятно. Но когда, кто такой воин? Тот, который готов пройти какой-то путь и надеяться сам на себя. А когда четверка кубков, это все надежды, что сейчас
Кто-то там в этом окошечке появится и нам принесет благую весть. И есть такая надежда, вот где-то с учетом рыцаря кубков. Надежда – это прекрасно, вдохновиться замечательно. Но этот период может перейти в какую-то прокрастинацию, и мы ничего не дождемся. Но более того, мы еще и в каких-то увязнем собственных сомнениях и страхах. А тем не менее, давайте мы спросим, а что нужно делать вам? А вам нужно быть более чем предельно внимательным, и вам выпадает 7 жезлов по этой карте. Как будто свое добро спасают. Вам себя нужно беречь в первую очередь. И вы сейчас у себя, как на кону, это задача номер 1. И в какой бы вы ни находились обстановке, меня люди смотрят из разных стран, уделите внимание тем вопросам, которые сводятся к вашему благополучию, даже если вас сейчас это слово не ассоциируется с вашей жизнью, но имеется в виду сохранить себя и то, что еще сохранить можно. Потому что 7 жезлов – это всегда на нас люди еще пытаются влиять, или чтобы мы кому-то помогли. Наверное, мои дорогие, кто смотрит мой расклад, вы сначала должны помочь себе самому, а потом подумать обо всех остальных. Вас не хватит сразу двигаться в нескольких направлениях. Мне интересно, я достану сразу карту совет. Что же вам хотят сказать, передать высшие силы? Конкретно давайте мы сделаем так. Чего это может касаться? Рыцарь жезлов. Это все то, что я сказала. Это карта скорости. И где-то карта говорит, что у тебя сейчас что-то будет меняться. И твоя задача, рыцарь воинов, вот мы с вами об этом говорили, быть готовым к неожиданностям. Не продолжать какой-то путь путем, такого выжидательных позиций или самого по себе пустого ожидания, не побоюсь этого слова, что вам еще хотят сказать силы. И тут потребуется по карте скорость от вас, быстрого принятия решений, а потому что на кону, извините, стоит ваше благополучие. По 9 монет это изобилие, процветание, это где-то щедрость, проявленная в отношении вас, может быть для кого-то, но я бы на это все-таки не рассчитывала, с учетом того, что мы видим с вами. Вверху этой карты у нас зодиакальный знак Девы расположен. А в левом верхнем углу знак. Вот что символично, это как раз тот период, который вот во вкладке сообщества я опубликовала «Королева мечей» и написала, кто такая королева мечей. На 2/3 это весы, и на 1/3 это как раз Венера в Деве, вот пока я делаю расклад. Поэтому два благополучия, тот, кто смотрит на момент где-то и до конца почти октября мои видео, вот это видео конкретно, это, даже если и потом, вот эти энергии для вас совершенно необходимы. Когда мы можем что-то детализировать, быть где-то и придирчивыми, мои дорогие. Понимаете, вот если мы так рассмотрим все карты, как будто от вашей активности, от какого-то самосохранения, от готовности к любым неожиданностям к вам и приходит как раз благополучие, благосостояние, изобилие, процветание. Да, действия должны быть как выверенные, и это как знак высших сил. Тут можно достичь чего-то совершенно не таким путем, как вы это предполагали. Но и в то же время где-то карты нам обрисовывали ситуацию, что тебя какое-то прошлое может тянуть назад. Поэтому, если вам возвращается какая-то ситуация из прошлого или человек из прошлого, я могу смело сказать, от вас потребуются активные действия и не столько, может быть, какая-то, вот как 10 мечей я больше вижу как отказ от прежних наших воззрений, либо на конкретного человека, либо на какие-то, сложившиеся прежде обстоятельства. Тут больше нам ведь карты, видите, 2 двойки было, как будто есть что-то сохранять. Но есть, мы сказали с вами, и конфликт. Но значит, вот это прошлое, оно не полностью на 100% ушло. Пусть это какой-то, как малый процент, но от этого нужно оттолкнуться, чтобы развить что-то восхитительное. Кто знает, может быть, этот человек, с которым у нас не случилась какая-то любовная история, нам может помочь в ближайшее время, или у вас с ним будет взаимодействие, когда вы для себя решите какой-то другой вопрос. Тут именно
Высшие силы хотят сказать, ты просто будь готов к неожиданностям. Имей мужество пройти какой-то путь. И ты обязательно увидишь, зачем тебе все это было нужно. Просто на данном этапе мы этого не видим. И у нас великий соблазн, может быть, из-за усталости вот так вот просто успокоиться и ничего не делать, отдать все на волю высших сил. И тогда ничего не происходит. Ну, как-то так. Хорошо, давайте мы с вами спросим. Пожалуй, я это сделаю, продолжу на колоде «Колесо времени». К чему все идет? Да? К чему все идет? А вы перекладываете все то, что нам рассказали карты, на себя. К чему идет ваша ситуация? К чему идут ваши отношения? Или как там дальше будет развиваться что-то? Давайте узнаем. Предоставьте высшим силам все расставить по местам. Действительно, пройдите не случайно. Вам выпадал рыцарь жезлов по той дороге, по тропе судьбы, которые или по тем даже обстоятельствам, которые для вас складываются. Это для вас это конкретно дорога к свету. Так называется этот старший 20-й аркан в этой колоде. А в принципе, страшный суд – это суд вовсе не страшный. Это карта избавления от боли, избавления от страданий. Поэтому страдания уходят, и какой-то свет приходит в вашу жизнь, мои дорогие. Давайте, к чему это идет? Ну, видимо, если мы с вами подробно принцессу мечей обрисовывали, вот как раз и наступает время королевы мечей. Когда вы хотите самореализоваться, когда вы хотите реализовать какое-то творчество, когда вы, даже если вы, к примеру, рассматриваете какой-то совместный союз по личной жизни, у вас здесь нет никаких иллюзий. И это будет тоже сильная позиция, потому что вас сложно увести от какой-то конкретики, от того, что складывается в обстоятельствах. Вам сложно замылить глаза, как и розовые очки вам одеть, или каким-то пафосом лезть у вас, к чему-то призвать или купить на это. Нет, королева мечей сама по себе. И она чувствует. Но вот эти ее ощущения, она как будто должна переложить для самой себя во что-то восхитительное. Даже из каких-то руин отстроить свое благополучие. Она более чем реалистка, но это совершенно необходимо, чтобы, может быть, сделать для себя что-то правильно хорошее, для того, чтобы открыть перед собой как ворота к будущему или врата к свету. Но тут предельное внимание и сосредоточенность. К чему все идет? Тут и правда, мои дорогие, будет что-то меняться, карта колесницы. Это более мужская энергетика, вот поэтому даже если меня смотрят девочки, может быть, прежде был какой-то такой более наивный путь, мы с вами говорили, да, мне интересно, что именно принцесса мечей, дальше как будто статус у вас увеличивается, но энергетика не меняется, а это вот, видимо, за счет какого-то предыдущего сложного пути проб и ошибок. И вы понимаете, что нет, я собой не буду рисковать, я скорее какое-то среднее арифметическое или какой-то путь предприму, но я себя не обесточу или я себя не поставлю под удар. Но карта колесница, как и 20-й старший аркан, как путь к свету, так это вот тот свет, который продолжается, или, по сути дела, это успех. О чем нам говорят? Опять же, где-то прощайся с прошлым и встречай все новое, что приходит на твой порог. У кого-то это будет переезд по судьбе, мои дорогие. Когда другого выбора нет, правда, увы. Потому что либо для вашего, к примеру, процветания, для вашей работы или для вашей личной жизни, или даже какая-то подстраховка, я могу это вот вполне такое тоже допустить, потому что тысяча каких-то неопределенностей. Нам ведь сказали, прошлое уходит. А что будет в будущем? Нам сказали, только будь готов к неожиданностям. И поэтому нивелировать неожиданности мы понимаем, что идти вперед придется. Но пройдя вот этот путь, вас буквально ждет какой-то успех. Поэтому к чему все идет? К переменам каким-то очень важным в вашей жизни. Давайте спросим, а что же уходит? Иллюзии, мои дорогие, уходят. А что же придет?
А вы знаете, по пятерке Пентаклей вам придется для кого-то из вас. Не придет слишком быстро, правда. По крайней мере, нам об этом карты не показывают. И здесь конкретно вам придется решать вопросы по части вашего дома, места пребывания. Отстроить какую-то свою финансовую стратегию. Да, у вас это получится, мои дорогие. Но я не могу сказать, что это будет как-то просто. Пятерка Пентаклей через какой-то недостаток, через какие-то, может быть, недопонимания, недопонимания по этой карте, как глобально проходит, но в этой колоде именно вопросы часто связаны именно с домом, с местом нашего пребывания. Поэтому нам и человек показан, сидит под грибом. Но, может быть, у вас сейчас такая история, что да, есть мечты как-то быстрее обустроить свой быт, чтобы было больше комфорта. Кто-то из вас буквально уже замучен от того, что какая-то неопределенность по жилищным вопросам, и значит, вам еще какое-то время придется этим вопросом заниматься, уделять ему внимание, рассматривать совершенно разные варианты. Вот этот путь к свету, он не бывает коротким. Нам придется пройти или буквально рассмотреть даже то, что прежде мы отказывались, говорили, да, этого не может быть. А вот тут и даже то, что не может, вполне вероятно. Мне хочется спросить, чем же все закончится, чем все завершится? Каков итог? Король чаш. Вы выстроите свое благополучие. И пусть нам выпал король. У кого-то это могут быть изменения вопросов по части личной жизни, мои дорогие, правда? И может быть тот человек, который тоже в вас, например, сомневался, или там, может быть, он такой был нерешительный. Вот вы воин, мои дорогие девочки, я такое даже могу предположить. А тот мужчина, с которым у вас была какая-то не самая веселая история, и тем не менее вдруг у вас он заново появился в вашей жизни и, как ни в чем не бывало, хочет что-то продолжить, например, я такое могу предположить. Или без объяснений, или с какими-то вялыми, непонятными объяснениями. Но, значит, человек не такой сильный, как вы, примите этого внимания. Тем не менее, в этой колоде карт это карта любящего человека. Поэтому, если мы с вами говорим, что чем же все закончится, у кого-то действительно личная жизнь примет более четкие очертания. По этой карте, если мы в целом говорим, это когда мы сумеем решить вопросы как и жилища, денег, так и взаимопонимания. Совместить разум и чувства, логику и эмоции. Это единственная карта в колоде, вот именно король мечей, который какой-то материализм может увязать со своими эмоциями, мои дорогие, потому что он отделяет это одно от другого, и в один какой-то замес это все не добавляет. Давайте мы все же дальше пойдем. Чем все закончится? Что вам по судьбе? Правда, вопросы благополучия для вас решатся. Посмотрите, десятка кубков. Это и семья, это и теплый уютный дом. То есть, если мы спросили, чем все закончится, как раз благополучием заканчивается или какой-то вопрос, вам удается решить, согласовать, может быть вместе с тем человеком, даже если не любимым, но каким-то важным. Или если мы смотрим по работе, то здесь вы сможете построить как и карьеру, нам где-то с самого начала об этом сказали, но так и остаться довольным. И может быть какое-то прежнее напряжение, все же 2 кубковые карты. Пропадает вот это напряжение. И если мы рассматриваем с вами вот эту карту, которая в первом ряду выпадала, рыцарь чаш, это могут быть действительно какие-то предложения. А что интересно, обратите внимание, есть как будто предложение. А внизу мы с вами раскрывали ситуацию, и мы взамен как будто боимся на что-то согласиться. И просто ждем или раздумываем. Или потом в конечном итоге сами себя какими-то сомнениями словно нафаршируем. И вот эта сила никому не нужная в виде сомнений начнет нас разрастаться. Поэтому есть или уйти, как будто очень символично. Вот обратите внимание. Я немножко сдвину вниз, потому что вижу, что недостаточно хорошо
Это видно. Карты очень наглядно демонстрируют ход наших мыслей или ход развития событий. Мы с вами, это начальная, как шла ваша сигнификация, как будто вы можете пойти двумя путями. И вот этот вот двойка жезлов, эта карта, аркан, нам говорит о том, что есть выбор. Есть принцесса мечей, да, когда, с одной стороны, да, это реализм, безусловно, но от этого реализма мы можем пойти двумя путями. Мы можем превратиться где-то в королеву мечей, в этом нет ничего плохого, а можем издать, как будто отступить назад, пойти на попятный, сесть вот так тихонько в уголке, грустя и скучая, глядя в окно. А потом у нас могут появиться какие-то иллюзии. Опять же, мы теряем связь с реальностью. А можем ли, как будто есть и предложение какое-то, и есть возможность сама по себе. Возможность у вас есть. Или вот-вот появится, мои дорогие. И вот я все же вижу по нашему раскладу, мои дорогие, кто смотрит этот расклад. Вы не должны от чего-то отказаться. Да, вот, кстати, карта рыцарь чаш, она говорит сама по себе. Ты пока еще там грандиозных планов не строй. Умей жить одним каким-то моментом. Радоваться вот этому моменту, если сейчас есть что-то позитивное. Или вот это позитивное как-то развей. Потому что мы начнем опять же сомневаться, и может быть у кого-то вы упустите возможность, благодаря, кстати, которой вы можете решить вопросы и денег, и вашего жилища, места пребывания. И я где-то вот эти 6 карт увязываю как раз вот с этими двумя. Вы выбираете свой путь. Давайте мы с вами все же разовьем дальше. Чем же все закончится? Что вам по судьбе? Или что разрешится в ближайшее время? Это может быть и как отдаленное будущее, но вот что в ближайшее время для вас? Ваше будущее. Правда, какое-то предложение будет к вам, может быть, более детально, но обратите внимание, рыцарь Пентаклей едет медленно. Тут никто не будет бросаться с места в карьер, и вам-то тоже, вам, кстати, карта говорит, детализируй что-то, и обрати внимание на вот эти мелочи, или, ну, ты не можешь как будто поторопиться и... Или математически какой-то вопрос не просчитать, или, может быть, и законы какие-то вы должны изучить, чтобы четко понимать, как они работают в отношении вас. Или, допустим, совершая какой-то переезд, два рыцаря, какое-то перемещение. И еще карта колесница. Ты как исследуешь новую землю без карты, поэтому учиться как будто придется. И вот самый прилежный ученик – это рыцарь Пентаклей. Что же разрешится у вас в ближайшее время, что по судьбе? Ну вот как раз и закончится вот эта девятка мечей. Восьмерка, точнее, девятка мечей. Разрешится та ситуация, которая просто сомнение, когда вы боялись открыть глаза. Потому что вам казалось, что какой-то кошмар никогда не закончится. А он вот как раз и завершится, разрешится какая-то очень сложная, спорная ситуация. Что это для вас будет означать? Выбор, влюбленные. Опять же, личная жизнь для кого-то проиграется. Или какой-то очень значимый человек, или очень значимое предложение. И пусть поначалу нам не обещают, опять же, золотые горы, а что-то, ну, выглядит где-то ненадежно. Вот этот самый выбор. Но лучше на что-то согласиться и так внимательно пройти какой-то путь, нежели застрять вот в этом ожидании или в последующем превратить это ожидание либо в какие-то розовые очки, либо в какую-то ненужную глубокую философию, мои дорогие. Ладно, давайте мы спросим так. Конкретно знаки судьбы. Пусть нам колода Чиро Маркетти расскажет конкретно про знаки судьбы. Я, пожалуй, сдвину эти карты. Все, что мы с вами говорили. Какой путь вам предстоит пройти? Достанем 4 карты и спросим, ну, как шаги на сегодняшний день, на где-то завтрашний день, ближайшее будущее, будущее, которое последует несколько позже, и отдаленное будущее. Вот какие знаки судьбы, что вам по судьбе? Туз монет – это само по себе начало. Это возможность заработать деньги или найти возможность таковую, чтобы увеличить свой доход, решить одним словом вот эти финансовые проблемы. Где-то нам карта это подтверждает.
По этой карте это может быть что-то судьбоносное, как какое-то известие, решение ваше, основанное на какой-то новости, или когда вы сами, может быть, уже на сегодняшний период времени. Вы понимаете, да, и я, скорее всего, не смогу что-то продолжать в том контексте, как это делал или делала прежде. Или нужно на что-то мне согласиться, иначе я упущу возможность. По тузу монет это как и обучение, безусловно, как и деньги, но это еще и возможность. Где-то как судьбоносная. Пентакль похож, ну он круглый, где-то напоминает солнце. И вот эту возможность вы не должны словно упустить. Что же еще? Карта победителя, мои дорогие. И конкретно у нас знак льва. И вот эта шестерка жезлов, аркан победителя, нам говорит, что эту победу придется удерживать. Ты не можешь ослабить где-то хватку. Но хватка не в плане на кого-то там влиять или кому-то что-то доказывать, да, или там какие-то свои амбиции доказывать. Нет, тут придется действовать где-то аккуратно. Более того, вам придется действовать с учетом закона, отслеживать, какие будут в принципе возможности на последующее время. Почему я так говорю? А потому что, обратите внимание, знак Юпитера. И у нас сейчас Юпитер в Близнецах, мои дорогие. Может быть, меня конкретно смотрят близнецы, но кто это знает. И тогда для вас какая-то победа. А для вас ведь правда, Юпитер в вашем знаке может как раз какую-то особую возможность давать. И примите во внимание, что Юпитер, мы говорили с вами про Меркурий. Если мы, хоть это и не знак Меркурия, но тем не менее, он у нас прежде, мы с вами это уже как бы обсуждали, то тогда по этой карте Юпитер в Близнецах останется в первом доме еще до июня 2025 года, а дальше это в первом доме гороскопа. А дальше он будет во втором доме гороскопа для Близнецов и, соответственно, для раков он перейдет в первый дом гороскопа вот в июнь 2025 года. Поэтому, вы знаете, тут практически для всех знаков зодиака, как и огненная сфера, да, или знак зодиака, который соответствует стихии огня, так и, в принципе, для знаков воздуха, для знаков земли и воды можно с какой-то победой лишь решить любую ситуацию. Я должна сказать, что еще в этой колоде Таро знак Юпитера где-то говорит как о колесе фортуны. Какая-то возможность, мои дорогие. Помимо того, что номер один возможность, так еще и есть какой-то, как победа, уже какой-то итог вы в ближайшее будущее подведете или будете видеть четче свои перспективы. Что относительно попозже будет. Да, на вашем пути еще встретится то, как, знаете, надо держать руку на пульсе, мои дорогие. Путь воина, его никто не отменял. И здесь вы можете столкнуться с людьми, не побоюсь сказать, жесткими, иногда жестокими, для которых нет никаких принципов. Или если есть принципы, то только свои. Эта карта, можно ее расценивать как предупреждение, поэтому если чувствуете интуитивно, что вы столкнулись с человеком, у которого сложный характер, не рискуйте собой, мои дорогие, это правда. Потому что может быть какой-то конфликт, может быть и вокруг вас, кстати, обстановка турбулентная, и тогда по этой карте нам могут отчасти говорить, ведь посмотрите, Венера в Водолее, само благополучие в Водолее, и мы на последующий период, ноябрь, Плутон переходит в знак зодиака Водолей у нас вообще в ноябре 2024 года. Могут быть такие перемены на начало и на середину месяца, когда что-то с одной стороны проясняется, но это может быть и неожиданность. Плутон в Водолее, ну тут, правда, нам Венера показывает, и это значит благополучие в каких-то совершенно новых условиях. И нам придется отстраивать в каком-то совершенно новом ключе, удерживать наши позиции. Поэтому вот эта энергетика, как принцессы мечей,
так и которая в последующем, как будто статус вырастает королевы мечей, она совершенно необходима. Какие-то ваши, как путь воина, ваши такие лидерские качества в первую очередь будут нужны для вас самих. И значит, чтобы выйти победителем или удерживать эту победу среди костной среды, среди каких-то обстоятельств, вам придется правильно оценить обстановку и собственные силы, и где-то собой. Не рисковать, нам об этом уже с вами говорили. Мы спасаем самих себя, мы помогаем сами себе, а потом мы уже кому-то можем помочь. Двигаться в нескольких направлениях не получится. Тут что-то, то, что стоит именно на кону в вашей жизни, будет очень важно. Но каково же отдаленное будущее? Знаки судьбы. Колесница. И опять какие-то перемены. Перемены словно не заканчиваются. Что-то будет продолжаться, это совершенно точно. Старший аркан. И у нас расположен в левом верхнем углу знак рака. И поэтому это дом, где-то благополучие. Это может быть с учетом вот как раз короля чаш, вопросы и денег тоже, или вашей работы. Может быть, для кого-то буквально это будет карта говорить о переезде, или когда вот у нас в правом верхнем углу буква иврита хет. Она обозначает забор. Может быть, это вы словно перемахнете, мои дорогие, через какой-то забор, через какие-то предубеждения или через какую-то сложную ситуацию. Вот сейчас, решившись на что-то, у вас получается, как и совершить переезд, как и продвинуть себя по карьерной лестнице, развить свой бизнес. Опять же, 2 карты успеха у вас дважды выпадает колесница. И это примечательно то, что мы не можем успокоиться, мы не можем застрять в одной точке, это точно. На кону стоит что-то очень важное для вас, то, что должно быть продолжено. И если мы говорили про забор, вы перемахнули этот забор. И дальше вы ведь не знаете, что вас ожидает. И поэтому это где-то готовность к неожиданностям, но ведь это карта успеха. И значит, с одной стороны, нам дают совет, слушай интуицию. Но я могу, как знак судьбы, вам передать такую информацию, что вам придется действовать таким образом, как вы никогда не действовали. В ближайший период и в отдаленный период времени, как будто ведь первый аркан колесницы нам говорит, что какой-то совершенно другой путь для тебя приготовлен. Не оглядывайся назад. Но потом у тебя что-то определяется. И уже даже какая-то победа. Посмотрите, благополучие. Но на этом не заканчивается. Мало что это нужно сохранять. Могут какие-то новые обстоятельства открыться. И вот эта сила воина, сила духа вам опять понадобится, чтобы правильно оценить обстановку вокруг вас. И, может быть, для кого-то еще один переезд сделать. Или как-то, пройти вот эту трансформацию. Всегда не упустить какую-то возможность. Поэтому, мои дорогие, в целом, вот что я могу сказать. Будьте готовы меняться. И карты, весь расклад нам об этом говорит. С одной стороны, не упустить возможность, с другой стороны, укрепить свои позиции, удержать какую-то победу, сохранить себя, не упустить возможность отстроить свое благополучие. И когда необходимо быть воином. Есть такой трактат Лао Цзы. Это китайская философия, мои дорогие. И кто интересуется, тот знает. И есть, конечно, основное течение, это как конфуцианство, много течений. Вот, и есть дао. Дао – это где-то путь воина. И есть такие замечательные слова. Бойся славы, бойся позора. Будь то вверху, то внизу. Будь то дракон, то змея. Изменяйся вместе со временем. Не желай никогда быть кем-нибудь. В согласии твоя мера. Вот эти слова, будь то дракон, то змея. Почему я привожу? У нас сейчас с вами последние месяцы уходящего года дракона. Дальше он плавно перейдет в год змеи. Дракон со змеей, как я уже во многих своих видео говорила, они прекрасно ладят. И где-то, может быть, для кого-то это может как подсказка быть для личной жизни. Это может быть очень сильное притяжение двух людей. Если вы, вот наш как раз расклад, я могу
допустить, что для тех, кто родился в год дракона или в год змеи, он как раз очень или более чем будет актуальным, для всех остальных тоже. Потому что у нас ведь не только по годам вот эта китайская астрология или восточная, или тотемный вот этот ряд, он проигрывается и по месяцам. К примеру, по месяцам это будет соответствие, если мы говорим про дракон, начинается 5 апреля и у нас и заканчивается 5 мая, мои дорогие. Значит, это у нас попадает часть овнов, если мы говорим про западную астрологию, и телец. И следом как раз 6 мая у нас продолжается телец и заканчивается 6 июня. Это уже близнецы. Поэтому вот овен, телец, то есть знак дракона по месяцу. Или телец, близнецы, это уже змея. Вот тандем такой может у кого-то проиграться в личной жизни. Или даже это может проиграться, когда для вас это наиболее актуально. А помимо всего прочего, еще вот весь этот тандем можно разделить еще и на дни, по дням и еще и даже по часам. Но я об этом не останавливаюсь. Кому интересно, найдет информацию. Я все собираюсь тоже опубликовать на своем сайте, но у меня не хватает времени. Если таки опубликую подробно, я обязательно оставлю ссылку в сообществе, мои дорогие. Давайте в заключение мы достанем совет для тех, кто просмотрел этот расклад. Я надеюсь, какие-то подсказки были для вас. Итак, карта совет. Что нам скажут ангелы? Ну, здесь нам говорят больше об интуиции. Медитируй буквально, чтобы найти... Может быть, вы и не раз будете искать ответ на твой вопрос, как поступить. И альтернативные варианты, значит, они уже будут. Что же еще, каков совет? Не торопись с чем-то. Значит, что-то есть то, что вы должны как минимум сохранить в каком-то качестве. Мы говорили, хоть какой-то процент. Прежде чем тут вот подвести какой-то итог или выход из лабиринта, или... Десятка у нас, да, мечей выпадает, как погост. Но это значит, может быть, отказаться от прежнего мировоззрения, прежнего отношения к конкретному человеку или от того, что мы сами себе надумали. Наблюдай где-то, и об этом нам говорят. Наблюдай за той ситуацией, которая вокруг тебя разворачивается. С чем-то ты не торопись, может быть, давать обещания, мои дорогие. Сам себя сохраняя в первую очередь. И этот контекст тоже присутствует. Что же еще? Вот что-то не может быть продолжено, понимаете? Или ты не можешь действовать в каком-то новом контексте. Мне интересно, вот да, вот если у нас как раз 5 мечей, и где-то я собиралась эту карту положить в эту стопку, то ты не можешь собой рисковать. Поэтому есть то, что не может быть продолжено. А что же еще, мои дорогие, вокруг победы? Но и в то же время умей прощать. Умей прощать себя за какие-то ошибки. Или умей увидеть какие-то свои возможности и не отказываться, потому что ты на данный период времени не видишь, как тебе действовать. Тогда, ну, где-то дыши, как будто успей дышаться и оценить как и обстановку, так и собственные силы. Но прощение как будто как и самого себя, так и, может быть, людей. Когда у нас не остается обиды, это очень важно будет. Такой карты дают совет, и ведь это на далекий период времени. И мы вот на ближайшее будущее дадим совет, достанем карту точнее. Слушай свою интуицию. Вы знаете, вот, видимо, ваша сильная позиция, мои дорогие, будет как и меняться обстановка вокруг вас. И часто будет что-то совершенно неоднозначно. Вам придется решать или вопросы вашего, откуда к вам приходят деньги, или, как мы говорили, вопросы по месту жительства. Или, может быть, мы смотрим на последующие дни, на ближайшее время, ближайшее будущее. И обстановка, нам все карты об этом сказали, как и предыдущий ряд. Карты Чиро Маркетти, так и совет от ангелов нам говорит о том, что не будет статики какой-то. Нам придется как быть то вверху, то внизу, быть то дракон, то змея, изменяться вместе со временем. И в согласии, мои дорогие, ваша мера.
Пожалуй, этой фразой так неожиданно, но как приговорила, все карты так и легли. И вот вы знаете, мне тем не менее хочется достать кульминационно одну. К чему мы идем? Может быть, какой-то как итог нам скажут карты. Но вот впереди, тем не менее, вас ожидают великие, счастливые перемены. Хотя все может идти наперекосяк, или все как-то не так просто, я должна это сказать. Но вы идете к грандиозным каким-то счастливым переменам. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.